Здравствуйте, дорогие любители настольного тенниса. Здравствуйте. Представьте себе ситуацию. Ненастным холодным вечером вы спешите на тренировку, и тут вам звонит товарищ и говорит, что он не сможет прийти по разным причинам. Казалось бы, безвыходная ситуация, но выход есть. И выход этот – это робот, как вы, наверное, уже догадались. В данном видео мы рассмотрим робота от фирмы Milky Way SP17. Безусловно, вы наслышаны, что азиатские спортсмены на начальной стадии подготовки, они иногда даже в лагере сборных можно встретить игру с роботом, так называемую доводку или шлифовку техники, ну и различные другие вариации тренировки. И в этом видео мы как раз рассмотрим возможности именно этого робота SP17, что с ним можно делать, какие мячи он дает, какие вращения, ну и поразмышляем, каких высот можно достичь, тренируясь с роботом. Итак, переходим к комплектации. В комплекте идет первая, это такая вот металлическая часть с зажимом, которую можно устанавливать по всей кромке стола для различных направлений вылета мячей. Мы устанавливаем посередине, чтобы покрыть весь стол. Она просто прикручивается. Дальше устанавливается устройство с таким, видите, кругом. Это для подачи мячей. Оно крепится как раз на вот этот железный штатив. Крепится на двух болтах и крепится, просто ставите и двигаете назад. Также здесь идет в комплекте пульт от этого с 4 регулировками. На нем мы остановимся чуть позже подробно. Дальше к этому крепится голова, так называемая робота, то есть откуда вылетают мячи. Тоже очень легко сверху вставляется и затем на двух таких болтиках с резьбой она закрепляется. Помимо этого голова соединяется с подачей мячей таким проводом USB, который тоже вставляется впереди справа. Дальше устанавливаем корзину, в которую и засыпаются мячи. В инструкции, которая идет как на китайском, так и на английском языке, в целом там все довольно удобно расписано, написано 120 мячей. Также 120 мячей и 10 мячей идут такие, которые находятся в роботе. То есть, можно сказать, 110 мячей используются непосредственно для выстрела. Питание. То есть идет обычный адаптер, и он подсоединяется, тоже там слева получается на голове, просто вставляется и, пожалуй, все. Включить в розетку, и робот готов к работе. Итак, также я отмечу, что в комплекте идет такое устройство для проверки мячей. Здесь именно круг на 40 миллиметров, что мяч можно, покажем, здесь видите, если он меньше, явно видно, и если больше, чтобы он не попал, и не повредил ролики головы. Итак, сейчас перейдем к разбору работы робота. Какие мячи мы будем использовать при работе с роботом? Это два вида мячей. Первый — это однозвездочные такие Milky Way, зеленые, они сделаны с обычного пластика, и в целом добротные качественные мячи. И трехзвездочный Milky Way с пластика ABS+. И те довольно качественные мячи, для работы с роботом, да и в игре на столе они подходят. Итак, хотел бы остановиться на пульте. Здесь 4 таких регулировки. Первая — это частота выброса мячей. То есть или часто, или можно не сильно выкручивать, мячи будут более медленно выбрасываться с робота. Второе — это поворот головы. Можно как отключить, чтобы он стрелял в одну точку, так и повернуть на максимум, тогда он будет поворачиваться на весь стол. И с помощью частоты можно добиться, например, 3, даже 5 точек выстрела. Два нижних регулировки — это регулировки ролика.
Третья отвечает за верхнее вращение, можно сделать как можно сильное, так и более плоский мяч. И нижняя отвечает за нижнее вращение. Аналогично можно сделать очень серьезный запил, а можно более такой для постановки техники и начала более простой. И сейчас мы это все попробуем. Начинаем мы с нижнего вращения. Итак, смотрим. Сейчас Сергей выполнял топ-спин по подрезке, один из самых таких важнейших элементов для любого уровня, для любого игрока. Регулируется запил с помощью 4-го регулятора на пульте. Вообще, какие ощущения, Сергей, ты делал, как вообще? Да, конечно, безусловно, топ-спин по подрезке – это ключевой элемент для нападающего, и очень важно научиться не ошибаться. И в этом вам поможет, естественно, робот, потому что очень похоже на подрезку, очень сильный запил можно выставить и будет похоже на игру по защите. Можно убавить вращение, тогда будет похоже на пассивный прием подач, что тоже, естественно, полезно. То есть для тренировки первого хода. Когда вы подаете подачу, он срезает и следует первый ход. А если все-таки топ-спин по подрезке это уже идет более для высокого уровня игроков, а когда постановка техники топ-спина или только мы приступаем к изучению топ-спина, то для этого подойдет плоские мячи. И сейчас мы на роботе поставим плоский мяч, и Сергей будет пробовать топ-спины по плоскому мячу. Смотрим. С помощью 3-го и 4-го регулятора можно выставить на роботе плоский мяч. С помощью 1-го регулятора можно повысить частоту вылета мяча. Как вообще ощущение игра по плоским мячам? Да, я считаю, что в этом плане робот незаменим. Тренер может просто выставить определенный режим для робота, и ребенок будет просто играть, а тренер сможет полностью сконцентрироваться в этот момент на технике исполнения удара. То есть ему не нужно играть, при этом он полностью сконцентрирован на игроке, на его технике, на выполнении. Поэтому я думаю, что на начальном этапе очень полезно. А если спортсмен более высокого уровня, тогда можно повысить скорость вылета мяча и как раз потренировать скоростную тренировку или выход ногами на мяч, который летит на большой скорости. Сейчас мы попробуем игру по топ-спинам и блоки. Пробуем.
третьего регулятора, который отвечает за верхнее вращение, и поворота головы робота, нам удалось создать вращение, которое похоже на, ну и соответствует топ-спину слева. Сергей, как ощущение? Вот игра по топ-спину слева. В целом этот режим подойдет для людей, которые чуть неуверенно себя чувствуют в игре вторым номером. Для начального уровня можно принимать этот топ-спин блоками, на более высоком топ-спинами, перекрутами. Поэтому если у вас нет партнера, который может вращать на вас полчаса по подрезке, робот отличный вариант. Ну, то есть, другими словами, получается, ты срезал, на тебя следует топ-спин слева, и вот как раз идет потом тренировка блоки и контратаки. Сейчас мы поставим такой режим для приема коротких мячей, то есть выход с короткой игры или прием коротких подач, таких плоских. Смотрим. С помощью снижения скорости вылета мяча можно получить короткие плоские мячи. Сергей, как вообще игра по таким мячам? Да, этот мяч мы очень часто получаем в игре на счет. Когда играем короткую игру, нужно выйти из оборотов как-то активно. Но, к сожалению, очень сложно этот мяч получить при тренировке с человеком. То есть часто вылетает некачественный укорот. Тут как раз подойдет робот, одинаковые короткие мячи, и можно натренировать, допустим, скидка справа сложный элемент. Можно подработать технику и слева. С человеком будет сложно. А сейчас мы поставим подачи. То есть робот будет подавать подачи, короткие с нижним вращением, и как раз потренируем прием подачи. Как укороты, так и скрут по нижнему вращению. Смотрим. С помощью поворота головы робота вниз и изменения скорости вылета мяча можно создать короткие подачи. В данном случае у нас была короткая подача с нижним вращением. Как тебе, Сергей, прием? Да, знаете, в зале редко попадается человек, который умеет подавать разные подачи с хорошим вращением. А если такое есть, то заставить его подавать на вас подачи полчаса, чтобы вы принимали эти подачи, сложно. И тут как раз подойдет робот, вы можете подать подачи с абсолютно любым вращением, которое вам захочется. И если вы какие-то принимаете плохо, натренировать эту подачу спокойно. Сейчас, так как мы все-таки рассмотрели массу сложных элементов, в конце я хотел бы попробовать создать плоский мяч, и когда мяч еле летит. И для постановки, ну уж совсем начинающего уровня, когда ребенок приходит на секцию. Давайте посмотрим.
Ну что, подведем итоги. Робот от фирмы Milky Way SP17 может создавать самые разные вращения. Здесь и очень сильный запил с нижним вращением. Здесь и плоские мячи, и вариации топ-спинов, и даже может подавать подачи. Вообще, как ты думаешь, Сергей, ну каких высот можно достигнуть, вот играя с роботом? Тут стоит отметить, что тренируясь только с роботом, будет сложно достичь каких-то высот. Нужно комбинировать с игрой с людьми. Но он подойдет, конечно же, при отработке техники как для начинающих, так и для высокого уровня. Отработка, постановка техники. Если у вас есть какая-то брешь в игре, вы можете зарядить робота и тренировать это много-много раз. Ну и вспоминая интервью знаменитого игрока Владимира Самсонова, который сказал, что именно постановку техники в самом раннем возрасте он делал с помощью робота. Вот. Так что, уважаемые любители спорта, пробуйте, довольно недорогой бюджетный вариант. Вот. Это как твои пару стипендий, да? Получите. Да, если бы у меня были стипендии, я бы отложил на робота. Ну что, до новых встреч. С вами были Максим Черепнин И Сергей Бороновский. До встречи. Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. В этот раз к нам Здравствуйте, дорогие любители настольного тенниса. Здравствуйте, дорогие любители настольного тенниса. Здравствуйте. Представьте себе ситуацию. После тяжелого трудового дня вы спешите на тренировку. На улице снег, буран. Вы садитесь в потную маршрутку. И частота выброса мячей, то есть если я полностью ее выкручу, мячи будут очень часто выплевываться, вот, выстреливаться. Итак, с помощью третьего регулятора и поворота головы робота. Смотри, 20 минут осталось, я не могу.